Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Хасан идет в комнату Хаджер и угрожает ей помочь ему, иначе я сожгу тебя. Но когда госпожа Хаджер не поддается угрозам и встает, Хасан угрожает: ну тогда я скажу, что Чинар – это Миран. Когда госпожа Хаджер понимает, что Хасан настроен серьезно, она соглашается помочь. Когда Баран говорит, что у них общий враг и мы вместе победим его, вы понимаете, госпожа Хаджер кивает. Пока Баран вызывает сына Нихата в особняк и выражает соболезнования, Тарик видит его. Затем по дороге в кабинет Тарик спрашивает Нихата, собирается ли он встретиться со своим сыном, и пытается понять, о чем он хочет поговорить. Затем Баран идет в комнату и говорит своему сыну, что они с Нихатом не в хороших отношениях, говоря, что твой отец стал жертвой своих амбиций. Переходя к другой теме, когда твой отец спрашивает меня, поскольку есть запись, ты поймет, кто мой друг и враг, его сын говорит, что у меня нет информации. Баран отправляет эту запись и говорит, что это очень важно. Если мы сделаем неверный шаг, последствия могут расстроить всех. Держите глаза и уши открытыми. Если вам что-нибудь понадобится, я всегда здесь. Пока Баран ночью думает на улице, Дилан приносит ему чай и спрашивает, не беспокоит ли его что-нибудь. Баран спрашивает о том, что ты знаешь, меня беспокоило, что Нихат умер, не разговаривая, неважно, человечка нет рядом. Когда Дилан говорит, что он уже спит, Баран говорит, что я хотел увидеть его, прежде чем он уснет. Когда Баран спрашивает, пора ли нам спать, и Дилан отвечает, я еще не пил чай, а погода очень хорошая, Баран настаивает на том, чтобы пойти в комнату и заняться чем-нибудь наедине с Диланом. Наконец он берет у нее из руки чай, я говорю, чай закончился, он говорит, пойдем в нашу комнату. Они вместе приходят в свою комнату, Баран нежно снимает с Дилана одежду и серьги, и они начинают приближаться. Хотя госпожа Хаджер объясняет, что произошло между ней и Хасаном, и думает, что Хасан не отдаст ее так легко, Джейда и Тарик не могут быть в этом уверены. Когда госпожа Хаджер просит Барана предоставить информацию, о которой ранее говорил Нихат, она говорит, что расследование ведет Тарик Нуман. Дилан просыпается, принимает ванну, садится у кровати Барана и щекочет ему нос ее волосами. Затем они подходят ближе, и Баран целует Дилан в наказание за то, что она так разбудила ее. Дилан долго целует Барана в щеку. Он рисует вместе с Чинаром Берфином. Пока Чинар играл со своей машиной рядом с Джейдой и Тариком в гостиной, Джейда внезапно отругал его и отругал, сказав: «Вернись, вернись, меня тошнит, сядь здесь». Когда приходят Дилан и Баран, Джейда говорит: «Я говорю, что это для твоего же блага, дорогая, ты устала, отдохни немного». Они говорят о темах, которые будут обсуждаться на встрече с Бараном Тариком. Чинар интересуется зоопарком и просит отца забрать его. Когда Тарик говорит: «Не сегодня, сын мой, у меня встреча с твоим дядей Бараном», Чинар говорит: «Пусть Дилан заберет его». Когда Дилан говорит: «Да, я возьму его», Баран говорит: «Нет». Дилан расстраивается и говорит, что давай после встречи устроим пикник в саду, а не в зоопарке. Тем временем Джейда задается вопросом, не знает ли Дилан о враждебности Нихата. Дилан убежден в идее пикника Барана, и когда они идут навстречу, Дилан говорит Чинару: давай испечем торт, и спрашивает Джейду: «Хочешь испечь с нами торт?» Джейда говорит, что я только что сделала маникюр, не могу прийти, не позволяя этому испортиться. Когда Дилан и Чинар уходят, Джейда говорит, что между парой нашей мечты есть секреты, поэтому Дилан не знает, что происходит. Берфин и Акиф встречаются и приветствуют друг друга в саду особняка. Пока Дилан и Чинар пекут торт на кухне, Джейда тайно наблюдает за ними со стороны. Чинар и Дилан пробуют торт, и когда Чинар спрашивает, разве этот торт не будет похож на праздничный торт, Дилан отвечает: «Да, но не волнуйся, когда наступит твой день рождения, я приготовлю тебе самый красивый праздничный торт». Затем он вспоминает моменты, когда он и Чинар Берфин говорили о его завтрашнем дне рождения и о том, что только они вдвоем, как всегда, будут праздновать его тайно, и думает о том, должен ли он рассказать об этом Дилану и Барану. Он внезапно зовет Дилана, а затем перестает говорить, что если им не нравится праздновать, как мой отец.
Когда Дилан говорит мне, что случилось, Чинар говорит, что ничего нет, но Дилан говорит: «Я вижу по твоим глазам, расскажи мне, что произошло». Баран приходит на кухню за кофе. Затем Акиф звонит Барану и идет к нему в кабинет, говоря, что ему есть о чем поговорить. Дилан поручает Чьянру подождать в пекарне и приносит кофе Барану, а также кофе Акифу, Тарику и Кудретбею. Когда Дилан движется как можно медленнее, Баран говорит: «Я не знал, что твои руки такие медленные». Тем временем Акиф находит водителя машины, в которой была найдена одна из сережек Гуля, и по изображениям они узнают, что машина принадлежит не Хату, но человек в машине кто-то другой. Он злится на Барана Акифа, прося его как можно скорее узнать, кто этот человек приведет нас к убийце. Хасан толкает Хаджер всякий раз, когда застает ее одну, просит ее переправить его за границу и спрашивает, что она сделала с паспортом и деньгами. Когда Хаджер говорит, что Тарик разбирается со всеми ними, Хасан говорит: «Разве это так сложно? Сделайте это как можно скорее, мне нужно срочно покинуть этот особняк». Когда госпожа Хаджер спрашивает: «Что вы делаете, господин Хасан, куда вы спешите?», Хасан отвечает: «Это не ваше дело. Скажите Тарику, чтобы он взял одноразовый телефон и пошел в свою комнату». Чинар немного расстраивается, когда Баран ест торт, приготовленный Диланом и Чинаром, и находит в нем недостатки. Когда Баран съедает весь торт, Чинар спрашивает: «Ты доел торт, потому что он тебе не понравился?» Когда Баран говорит: «Как мы можем обмануть этого ребенка? Он очень умный, это был лучший торт, который я когда-либо пробовал. Съедено за всю мою жизнь. Чинар берет тарелку и идет на кухню, говоря, что принесет ее еще раз. Баран упоминает Дилана, говоря, что этот мальчик кого-то мне напоминает, а Дилан также говорит, что он перечисляет прекрасные стороны Барана и сравнивает его с Чинаром. Пока Акиф и Берфин разговаривали, Берфин сказал, что сестра Айхан очень мне доверяет и открыла свой дом, но в то же время я не чувствую себя готовым к разговору, говорит Акиф, не торопитесь пока. Когда Тарик рассуждал и сказал Гэже Хаджер, что, по его мнению, Хасан был тем, кто убил Ферата и Гуля, госпожа Хаджер, теперь я понимаю, что этот подонок является убийцей этих детей, я понял причину его паники. Мы убьем двоих зайцев одним выстрелом. Когда он расстроит Хасана Бараном и узнает, что Хасан – это тот, кто убил его братьев, Баран убьет его, одного из них отправят в могилу, другого в тюрьму, а мы избавимся. Оба, не прикасаясь к мылу или воде. Тем временем, когда Джейда приносит Тарику и Хаджер Ханым тарелку с тортом, деревня сходит с ума. Она злится на него, говоря, что его причешут. Тарик звонит Нуману и просит его как можно скорее получить запись. Берфин и Акиф приходят к Гэже Айхан, и когда госпожа Айхан постоянно хвалит Берфин и говорит: «Она не лжет, она может все, тот, кто тебя похитил, выжил», Берфин чувствует себя плохо. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.